Для начала коснемся вещей, связанными с играми, но не совсем. 4-й сезон Castlevania, диво хорош. Жаль, сама игра все еще в руках Konami. Аркейн вернул меня обратно в лигу, поэтому этот сериал ужасен и смотреть его нельзя. Ведьмак. Эй, а клевая первая серия. Ну все, можно не смотреть. Ну вот, теперь обратно к играм. Думаю, стоит начать с самого позитивного. То, во что мне не удалось поиграть, но думаю, у них был бы хороший шанс войти в мой будущий топ-10. Bravely Default 2. Отзывы вполне положительные, но, честно, демка и явный подпорченный стиль первых двух игр оттолкнули меня, и, честно, до сих пор у меня лишь в планах когда-нибудь все-таки ее попробовать. Resident Evil 8, она же деревня. Я не самый большой фанат резиков, по идее мне нравится лишь 4-я часть, поэтому перспектива оказаться снова в замке, пройдя какую-то деревушку с чокнутыми жителями, где также есть забавный торговец, сильно польстила моей любви к 4-ке, но все равно не хватило, чтобы прыгнуть на хайп-трейн и все же поиграть. Ratchet & Clank Rift Apart. Да уж, тут объяснять долго не придется, у меня банально не получилось приобрести PlayStation 5, дабы попробовать одну единственную игру, что мне приглянулась. А теперь не к столь позитивным моментам. Looking cool, Joker! Я обожаю JRPG-шки, и поэтому ненавижу большинство из них. Люди видят плохой JRPG и тут же клеймят весь жанр, но, к сожалению, так повелось, что JRPG не какое-то волшебное исключение, и среди них полно сомнительной продукции, как и в любом другом жанре. В этом году вышло на удивление много, и я должен признать, очень много всяких разных JRPG, но пройти каждую из них, не будучи фанатом заранее, будет практически невозможно, притом порой как жанра заранее, так и потенциально франшизы, из которой они произошли. Вершиной айсберга будет не совсем JRPG даже, скорее ее спин-офф Persona 5 Strikers, довольно неплохой мусол геймплей, заправлен самым пропитым и вторичным сюжетом на свете. Поначалу даже радуешься, каноничное продолжение сюжетки Persona 5, вау! А потом тебя, как из холодного ведра, обливают ровно такими же сюжетными арками, которые были в самой Persona 5. Ни один из персонажей не получает какого-либо дальнейшего развития или действительно новой сюжетной арки. Даже новый персонаж повторяет уже существующий сюжет. Но уже из Persona 4 про проблематичного полицейского отца-одиночку. Скукота! Neo Tvevi, продолжение культовой RPG с Nintendo DS, в которую мне поиграть не довелось. Возможно, в этом и есть причина, по которой я не оценил это самое продолжение. Геймплей показался чересчур репетативным, темп сюжета очень медленный, а в диалогах так много допотопного сленга, что отчасти может быть заслуга английской локализации, отчего читать диалоги было противно все равно. Музыка была прикольной. Monster Hunter Stories 2. Вообще эта игра почти кликнула со мной, но проходит часов 13 и понимаю, что не получал удовольствия уже где-то часов 11. Боевая система этой игры проста как 2 копейки, ибо до болезненного следует формуле камень-ножницы-бумага. Правильный подбор типов атак дает нереальное преимущество, вплоть до того, что ты не получаешь урона в ответ. Проблема в том, что темп игры очень низкий во всем. Притом глубины тактики тут с мизинец, хочешь добыть монстра, ищи его гнездо, а это мини-данж, и яйцо еще надо донести обратно до лагеря, только тогда ты получаешь нового монстра. Каждая битва — это долгие танцы с бубном, где все предрешено на самом деле, но вам как дятлу предстоит изрядно продолбить своего оппонента, прежде чем процесс достигнет своей кульминации. Это действительно как покемоны, но хуже, а быть хуже покемонов — это очень тяжело. Astria Ascending, вот об этой, уверен, слышали немногие. Вроде бы неплохая RPG, что придумала мало чего нового, просто удачно подворовывает у других и также имеет интересный концепт сюжета, где главные герои полубоги, которым жить остается где-то месяца 3, и у вас фулл пати с самого-самого начала. Проблема начинается там, где под вопрос стоит стабильность игры. У этой игры несметное количество багов. Последней каплей лично для меня стал момент, когда после патча игра перестала учитывать надетый эквип. Словно ты пошел в бой, в чем мать родила. Разумеется, с учетом нишевости игры, патчи на следующий же день никто не стал делать. А я не стал в нее больше играть. Tales of Arise. Некоторые не поймут, но я могу объяснить. Эта игра, как никакая другая, на самом деле была близка к тому, чтобы попасть в топ-10, ведь у Arise самый балдежный геймплей в серии. Я бы с радостью еще в 3 таких сыграл, просто обновляя набор мувсетов с персонажами. Но есть одна проблема. JRPG – дело долгое, даже самые короткие требуют как минимум с 20 часов, средние 40, крупные и того больше. Поэтому сопровождающий материал сильно бросается в глаза. Если графика со своей задачей справляется, то когда дело доходит до сюжета и персонажей, у меня начинаются огромные проблемы.
Сюжет очень предсказуемый, а персонажи — это картонные вырезки с характером тупейших аниме-ботов, которых только можно было придумать в 2021 году. Ни одна из упомянутых РПГ до этой не обладала таким безликим кастом персонажей. У каждого в лучшем случае есть две темы для разговоров. Кто-то не может заткнуться про своего отца, кто-то про своего брата, амнезию, проклятие и т.д. и т.п. Притом Arise, будучи игрой серии Tales, делает двойную ставку на персонажей, ведь в играх серии огромное количество разговорных вставок, и почти все они безбожно скучные. К еще одной проблеме можно отнести однотипность монстров и реюз ассетов. Это блекнет в сравнении с тем, насколько скучна повествовательная часть, конечно же. Каждая интрига раскрывается так, словно кто-то отмахивается от раздражающей мухи, и ощущение, что ты где-то это уже видел, не покидает до самого конца. Ruined King. История из Лиги Легенд. Игра по Лиге Легенд, собственно, и технически ниже РПГ, прямо как Persona Strikers. Но Strikers не совпал по геймплею, когда Ruined King не подходит по своему происхождению. Играется, однако, чисто как же RPG. В топ-10 эта игра не попала у меня по двум причинам. Она слишком много берет от предыдущей игры разработчиков Battle Chasers. Заимствовано слишком много. Вторая причина – бои слишком затянуты под конец игры, и при этом они почти бессмысленны. Ведь вы уже максимального уровня, а на вас все лезут и лезут. В остальном это шикарная игра, где еще картину немного портят тех-огрехи, но не так сильно, как моменты, что я писал до этого. Фуга Melodies of Steel. Еще одна же RPG, которая не хотела всего ничего. Хорошая музыка, интересный менеджмент, сносный геймплей, который, кстати, тоже связан вокруг манипулирования ходами оппонента, как и в Ruined King, что еще берет корни из игр вроде Гранди и использовано уже в других западных RPG вроде Child of Light. Если есть проблема, что удержало Фугу от врыва в топ-10, так это слишком быстрый переход рутины и низкая бюджетность игры, которые не стали как-нибудь креативно обходить, что сильно бросается в глаза. Из 9 Monstrum Nox. Хоть я и играл только в 8-ю часть до этого, у меня все равно по поводу 9-й есть лишь одно слово. И нет, открытый мир с точками интереса этому не помогает. Crystals. Вот оно, самое ужасное, во что мне довелось играть в году. Тоже технически ниже РПГ. Но как же сильно она под них косит. Но если там, где Астрия и Лига взяли и сделали хорошо, то кто Crystals вообще не понимает, в чем суть хорошей РПГ. Все, что своровано, сделано плохо. Все, что у игры из своего или не работает, или отбрасывается в сторону, как только это вообще возможно. Ноль баланса. Сама РПГ-часть игры довольно беззубая. Но худший момент в том, в какую хорошую обертку все это завернуто. Первые часы игры производят настолько ложное впечатление, что ты, как игрок, никогда не сможешь догадаться, в какое унылое приключение заманивает тебя игра. Игры, что были бесспорно хороши, просто другие их вытеснили. Сначала хочу поговорить о двух метроидваниях, что мне сильно понравились, но им просто была не судьба. Ибо в году были и получше. Первая про летопись острова Ладос, а вторая Ender Lilies, две качественные метроидвании, которым просто не удалось совершить чего-то реально необыкновенного. Ладос, по сути, является подытоживанием идей самой студии Lady Bug. Смена стихий для получения уязвимости и геймплейные элементы все прямиком из их предыдущих игр. Ender Lilies немного не дотягивает в силу не самых продуманных локаций, из-за чего передвижение по миру игры представляет мало интерес, от чего страдает краеугольный камень этого жанра – платформинг. Halo Infinite. Как можно не поговорить про одну из главных игр Microsoft этого года? Да, это Halo, да, это открытый мир, который игре был не нужен, зато теперь есть хукшот, который был очень нужен. Ведь без него я теперь не представляю себе все будущие Halo. Сюжет ужасен, персонажи в нем тоже, они будут дать Halo и дальше, это становится понятно сразу. Спасибо за бесплатный онлайн. No More Heroes 3. Я обожаю No More Heroes. Стиль, персонажи, музыку, но третья часть выглядит, мягко говоря, безбожно уродливо. Открытый мир вернулся, хотя никто и не просил. Некоторым персонажам уже дали пинка, лишь бы у Суды нашлось место рассказать про его любимые хобби и режиссеров. Благо, геймплей и стиль держатся за исконные принципы, заданные первыми двумя играми, но даже в них излишняя причудливость Суды пустила корни. Странно быть фанатом серии, но при этом все равно не быть приглашенным на вечеринку под названием No More Heroes 3. Словно тебя все же впустили в клуб, но в блатную вип-зону, где на самом деле весь кайф, попали только те,
кто не просто любит No More Heroes, но знает о суде и его играх абсолютно все. Плюс разделяет все его интересы от еды до фильмов. Остальным же остается пребывать в коматозе как Шинобу или в депрессии как Bad Girl всю игру, когда персонажи с No More Heroes не сильно связаны, получают свой час славы. Неужели в этом как раз и был посыл? Monster Hunter Rise. Мне очень нравится Rise. Я в нем потратил очень много часов. Все так же круто, как и было до этого. В этом отчасти и причина, по которой Rise не попал в мой топ-10. За исключением конкретно механики с жуками, я не почувствовал очень уж больших изменений или улучшений в сравнении с World. По контенту на релизе он и поскуднее был при том. Плюс по жукам. Они хороши, и мобильность с ними отличная, но лишь пара монстров заставляли игрока подумать над их использованием в бою. Поэтому это очень даже приличный Monster Hunter, но не что-то сверхвыдающееся, как игра. Кена, Мост Духов. Забавно, я даже забыл о ней. Это буквально моя вставка промеж скрипта записанного текста, но в этом весь цимус. Игра хорошо выглядит, хорошо играется, даже не скупились на челлендж, вот только Кена напрочь вторичные. Визуал, геймплей и все остальное не оставляет какого-то своего следа. Даже не считаю это удивительным, что под конец года я банально забыл о ней. Гарлик. Самая же повздерная игра этого года. Под конец игра становилась просто невыносима в плохом смысле. Немного полировки, и это могло быть Селест этого года. Но вместо этого Гарлик просто останется шрамом на моей заднице. И на вашей, если вы будете в него играть. Ну и множество других инди, которые, возможно, видели в эпизодах мужской лицензии. Многие из них были несомненно хороши. Но 2021 год был непростительно полон хороших игр, поэтому увидимся уже там, в топ-10.